Всем привет! Это видео будет о том, как сделать виброподвес для рекордера Zoom H2n с ветрозащитой и брызгозащитой. Обзор и тесты этого подвеса вы можете посмотреть в предыдущем видео. А теперь к делу. Для основы подвеса нам нужен пластиковый переходник или труба диаметром 100, 110 или 125 мм и длиной 70. В моем случае это диаметр 100. Делаем разметку и вырезаем окно для монитора рекордера. Оно должно быть чуть больше по длине и высоте, чем сам монитор. Я решил высверливать. Вы можете делать это любым другим способом. Дальше выравниваем края и в итоге получаем вот такое окошко. Таким же способом вырезаем окно слева для регулировки чувствительности микрофонов и окно справа для подключения пульта управления и наушников. С обратной стороны окна монитора я нарезал штативную резьбу. Так как стенка корпуса тонкая, то для надежности крепления я использовал штативную гайку. Нам понадобится кусок оргстекла толщиной до 2 мм. Я склеил из двух частей, но лучше делать из целого куска. Тщательно прогреваем его и выгибаем по внутренней части трубы, делая максимально обтекаемую форму. По размеру левого окна вырезаем такое же в самом фильтре. Нужно добиться, чтобы крайние окна открывались и закрывались, а центральное окно с монитором всегда было закрыто. Для удобства открытия делаем небольшую ручку. Теперь нам нужно сделать направляющие. Нам нужны небольшие кусочки пластмассы, которые мы разогреваем и выгибаем до нужной формы. Делаем 6 направляющих и приклеиваем их к корпусу подвеса. Вот что у нас в итоге должно получиться. Верхняя линия шнуровки проходит по краю монитора. Аналогично расположена нижняя линия. Боковые линии шнуровки проходят так, чтобы не перекрывать и не нажимать кнопки. Теперь переходим к самому процессу шнуровки. Кстати, это самый первый вариант, довольно неплохой, называется прямая шнуровка. Но в процессе эксперимента я нашел более эффективную шнуровку, перекрестную. В чем отличие и чем она лучше, я расскажу в следующем видео, посвященном апгрейдам. Сначала нам нужно сделать каркас для фильтра. Я использовал нижнюю часть трубы, которая идеально подошла по диаметру для основы каркаса. Прорезаем пазы с двух сторон для глубокой посадки, а также клеим резиновые вставки для более надежного крепления фильтра. Другую пластину выгибаем в такую форму, чтобы помещалась ветрозащита, которая идет в комплекте, и оставался еще небольшой зазор. Я проточил пазы для хорошей склейки каркаса, и чтобы после покраски это выглядело красиво. Из жесткой проволоки делаем перегородки, и в итоге у нас должна получиться такая форма. Теперь натягиваем капроновый чулок в несколько слоев и проклеиваем по верхнему краю. Вот что у меня в итоге получилось. Теперь делаем второй фильтр из поролона для защиты от сильного ветра. Сначала делаем выкройку. Поролон может растягиваться, поэтому делайте максимально обтекаемую форму. Нам понадобится поролон толщиной до 5 мм. Обводим нашу выкройку и вырезаем. Для склейки я использовал 88 клей. Проклеиваем все торцы нашего изделия. В итоге что получилось? Мы имеем два отдельных фильтра ветрозащиты, а в качестве бонуса за счет жесткого каркаса мы получаем еще и механическую защиту рекордера. Кстати, в следующем видео по апгрейдам я уже сделаю фильтр из капрона быстросъемным, что очень удобно в работе. Как я уже анонсировал ранее, все улучшения и доработки этого подвеса, главным из которых это двойной подвес, смотрите в моем следующем видео. Также смотрите аудиотесты и обзор этого подвеса в моем предыдущем видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и следите за новостями.
Всем пока!